Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем шапку крючком с узором из рельефных и пышных столбиков. Пряжа в 100 граммах 200 метров, ушло 100 грамм. Крючок брала 3,5 миллиметра. Вязала шапку на обхват головы 50-52. Для большого размера можете взять крючок номер 4 миллиметра и изначально ориентируйтесь на количество петель в резинке по обхвату головы. Раппорт узора 9 петель, высота узора 5 рядов. Итак, связана резинка. У меня резинка из рельефных столбиков. Мастер-класс резинки оставлю под видео. Резинку вяжем удобным для себя способом. Можно вязать поперек, ориентируясь на обхват головы. Первый ряд установочный. Этот ряд столбиков с накидом в каждую петлю основания. Раппорт узора 9 петель. И заодно, если вам нужно изменить количество петель для узора, то делаем это в установочном ряду. У меня в круге 72 столбика. Итак, сделали 3 воздушные петли подъема. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Всего у меня в круге 72 столбика по обхвату головы. Вяжу крючком 3,5 миллиметра. Вяжем до конца ряда, заканчиваем соединительным столбиком. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. Делаю накид на крючок. И теперь провяжу 3 изнаночных рельефных столбика. 1, 2 и 3 изнаночный рельефный столбик. Вот, получилось 3 петли подъема и 3 изнаночных. Делаю накид на крючок, пропускаю 2 столбика на основании и в третий провязываю столбик с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, возвращаюсь к первому столбику и провязываю столбик с накидом. Провязали. И теперь следующие 3 столбика вяжу изнаночными рельефными. Первый изнаночный рельефный, второй изнаночный рельефный столбик и третий изнаночный рельефный столбик. Вот мы провязали раппорт узора. Следующий раппорт. 3 изнаночных рельефных столбика. 1, 2, 3. Накид на крючок, пропускаем 2 столбика на основании и в третий провязываем столбик с накидом. Провязали. Воздушная петля. Накид на крючок, возвращаюсь к первому столбику и провязываю туда столбик с накидом. Провязали. Накид на крючок и следующие 3 столбика вяжем изнаночными рельефными. Первый изнаночный, второй изнаночный и третий изнаночный. Так будем вязать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, изнаночный рельефный, еще один изнаночный рельефный,
1 пропускаем, делаем накид на крючок и в первый ближайший столбик перекрещенный провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. В арку провяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Накид на крючок и во второй перекрещенный столбик провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. Накид на крючок, пропускаем столбик и в следующий столбик вяжем изнаночный рельефный столбик. И следующий столбик также изнаночный рельефный. Вот мы провязали раппорт узора. И далее повторяем. 2 изнаночных рельефных столбика последовательно. Второй изнаночный рельефный столбик. Провязали. 1 столбик основания пропускаем. В первый перекрещенный столбик провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Теперь в арку 3 столбика с накидом. Ой, секунду. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Теперь во второй перекрещенный столбик предыдущего ряда провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Провязали. Вот такой узор у нас получается. Теперь пропускаем петлю основания, столбик предыдущего ряда, и в следующий провяжем изнаночный рельефный столбик. Следующий также вяжем изнаночным рельефным столбиком. И еще один раппорт узора готов. И дальше продолжаем так до конца круга. Закончим ряд соединительным столбиком. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, изнаночный рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик, лицевой рельефный столбик предыдущего ряда провяжем лицевым рельефным столбиком. Также теперь в группу из 3 столбиков. Первый столбик провяжем столбик с накидом. Во второй столбик будем провязывать пышный столбик. Я вытягивала 5 петель.
1, 2, третий накид, 4, 5. Вытаскиваю 5 петель. Теперь все накиды провяжу вместе на крючке 2 петли. И эти 2 петли провяжу вместе. Вот готов пышный столбик. Вы можете больше или меньшее количество петель вытаскивать. Далее в следующий столбик, столбик с накидом. Делаем накид на крючок и лицевой рельефный столбик предыдущего ряда тоже провяжем лицевым рельефным столбиком с накидом. Провязали. Далее следующие 2 изнаночных рельефных столбика предыдущего ряда также вяжем изнаночными рельефными. Второй. Вот у нас готов раппорт узора. Переходим ко второму. Также вяжем 2 изнаночных рельефных столбика. Такой узор получается. Делаем накид на крючок, лицевой рельефный столбик предыдущего ряда, также лицевым рельефным. В группу столбиков предыдущего ряда в первый столбик столбик с накидом, во второй столбик пышный столбик из 5 петель, 1, 2, 3, 4 и секундочку. И 5. Теперь все накиды провяжу вместе. На крючке 2 петли и провяжу их вместе. Столбик пышный готов. Теперь в следующий столбик предыдущего ряда столбик с накидом. И в лицевой рельефный столбик предыдущего ряда также провяжу лицевой рельефный столбик. Вот уже вырисовывается узор. Продолжаем до конца ряда, закончим соединительным столбиком. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, изнаночный рельефный столбик, еще изнаночный рельефный столбик. И теперь делаем накид на крючок и провяжем лицевой рельефный над лицевым рельефным предыдущего ряда. Далее, столбик с накидом. Над пышным столбиком провяжу столбик с накидом. Следующий столбик предыдущего ряда также провяжу столбик с накидом. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик. И далее по рисунку 2 изнаночных рельефных столбика, первый, второй. Первый раппорт узора готов. И также будем вязать по аналогии второй. 2 изнаночных рельефных столбика с накидом, 1, 2, накид на крючок, лицевой рельефный столбик над лицевым рельефным столбиком предыдущего ряда. Далее последовательно 3 столбика с накидом, столбик с накидом в пышный столбик предыдущего ряда и в следующий столбик предыдущего ряда также столбик с накидом. Накид на крючок, лицевой рельефный столбик с накидом. Так будем продолжать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком.
6 ряд. Накид на крючок, был 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, провяжем изнаночный рельефный столбик, второй изнаночный рельефный, и в это же основание провяжем еще один изнаночный рельефный столбик. Провязали. Накид на крючок, лицевой рельефный над лицевым рельефным предыдущего ряда. Провязали. Теперь пропустим петлю основания, а над пышным столбиком провяжем столбик с накидом. Накид на крючок, пропускаем петлю основания, провяжем лицевой рельефный столбик над лицевым рельефным столбиком предыдущего ряда. Теперь в следующий столбик предыдущего ряда провяжем 2 изнаночных рельефных столбика. То есть увеличиваем количество столбиков. Здесь мы уменьшили, а теперь увеличиваем. Возвращаем количество петель. Следующий столбик предыдущего ряда провяжем изнаночным рельефным. Это готов первый раппорт узора. Переходим ко второму. Изнаночный рельефный столбик. Еще один. И сюда же провяжем изнаночный рельефный столбик. Провязали. Теперь накид на крючок. Над лицевым рельефным столбиком провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. Один столбик пропускаем, в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Провязали. Пропускаем один столбик, следующий вяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Провязали. Вот уже такой узор получается. Будем продолжать до конца ряда. Закончим соединительным столбиком. Далее узор будем повторять со 2 по 6 ряд. То есть сейчас покажу опять. Это такой же ряд, как и второй. То есть также и будем дальше вязать. Будем повторять со 2 по 6 ряд. 3 петли подъема, 3 изнаночных рельефных столбика. Теперь пропускаю 2 столбика, в третий провязываю лицевой рельефный столбик. Там мы вязали просто столбик, но здесь у нас уже по узору просится лицевой рельефный. Также воздушная петля, накид на крючок, возвращаюсь к первому пропущенному столбику и провязываю его лицевым рельефным столбиком. Вот так получается. Накид на крючок и провязываю последовательно в каждый столбик предыдущего ряда 3 столбика. Ну, то есть первый столбик, во второй столбик, изнаночный рельефный также, и в третий столбик провязываю изнаночный рельефный столбик. Раппорт узора готов. Также все остальные. Вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком и повторяем со 2 по 6 ряд узор до нужной высоты вяжем.
Я провязала 3 раппорта узора в высоту. Последний ряд – это начало 4-го раппорта. В высоту получилось вместе с резинкой 17 сантиметров. Теперь начинаю закрывать макушку. 3 воздушные петли подъема. Делаем накид на крючок. Провяжу последовательно 3 изнаночных рельефных столбика. Теперь получается лицевые. Я буду пропускать, а в арку буду провязывать пышный столбик. Буду вытягивать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь провяжу накиды вместе на крючке 2 петли и провяжу 2 петли вместе. Столбик готов. Лицевой пропускаю, а изнаночные столбики вяжу изнаночными по рисунку. Так будем продолжать до конца ряда. То есть изнаночные предыдущего ряда вязать изнаночными, лицевые пропускаем, их не провязываем, а в арку будем вязать пышный столбик. Я вытягивала по 5 петель. Так продолжаем до конца ряда и закончим соединительным столбиком. Второй ряд убавок. У нас уже петли немного убавились. Полотно сузилось. 3 воздушные петли подъема. Здесь здесь вяжем в начале по рисунку, то есть вяжем 3 изнаночных рельефных столбика. Теперь пропускаю пышный столбик. Вяжу изнаночные рельефные, но в середине буду убавлять петли. Второй изнаночный. Теперь следующие 2 петли провяжу изнаночным рельефным столбиком. То есть в этом ряду мы будем убавлять количество столбиков между пышными столбиками. Раппорт готов. Теперь следующий раппорт. Вяжу изнаночный рельефный, второй изнаночный рельефный, вот так получается. То есть пропускаем пышный столбик, убавляем количество петель между пышными столбиками. Второй изнаночный рельефный, пропускаем пышный столбик. Далее над изнаночным рельефным предыдущего ряда вяжем изнаночный рельефный столбик. Второй изнаночный рельефный столбик. Теперь следующие 2 изнаночных рельефных столбика предыдущего ряда будем провязывать вместе изнаночным рельефным столбиком. И так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Продолжаем убавлять полотно. Третий ряд убавок. 3 воздушные петли подъема. Вяжу изнаночный рельефный, второй изнаночный рельефный столбик,
Теперь следующий буду пропускать. А там, где у нас пропущенный пышный столбик в предыдущем ряду, провяжу в эту арку, в образовавшийся пышный столбик, буду вытягивать 5 петель. Провяжу накиды вместе, на крючке 2 петли, и провяжу их вместе. Пропускаю столбик и в следующий столбик вяжу изнаночный рельефный. Также буду вязать, не довязывая один столбик до следующего пышного столбика. Еще один изнаночный рельефный. Мы не довязали один столбик. И в арку, образовавшуюся в предыдущем ряду, вяжу пышный столбик, вытягиваю 5 петель. Так буду вязать до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд убавок. 3 воздушные петли подъема, изнаночный рельефный, изнаночный рельефный, не довязываем. Теперь пропускаем пышный столбик, следующий изнаночный провязываем. Теперь провязываем этих 2 недовязанных вместе и 2 петли на крючке вместе. Изнаночный рельефный столбик. Следующий столбик не довязываем. То есть делаем накид на крючок, провязываем, но оставляем петлю на крючке. Пропускаем пышный столбик. В следующий столбик изнаночный предыдущего ряда вяжем изнаночный незавершенный. И теперь будем их соединять. Провяжем 2 петли вместе и еще 2 петли вместе. Так будем далее убавлять в этом ряду. Закончим ряд соединительным столбиком. Это последний ряд убавок. Далее я просто все петли стянула вместе. И все, шапочка готова. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!